Мы начинаем брифинг с участием помощника президента Российской Федерации и российского шерпа в группе 8 и группе 20 Аркадия Дворковича. Сегодня речь пойдет о повестке дня предстоящего саммита глав государств и правительств группы 8, который пройдет под председательством Франции в Девиле 26-27 мая. Ну и, собственно, передаю слово Аркадию Владимировичу, пожалуйста. На саммите будет обсуждаться несколько главных вопросов. Конечно же, специфика нынешнего саммита «восьмерки» предопределена теми событиями, которые произошли, теми трагическими событиями, которые произошли недавно в Японии, 11 марта и в последующие недели. Вопросы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, с ядерной безопасностью, будут обсуждаться очень подробно. Этому будет посвящена, как мы ожидаем, первая сессия на саммите «восьмерки». В рамках этой сессии в том числе будут обсуждаться и российские инициативы, касающиеся безопасности ядерных объектов, координации действий правительств, управляющих компаний в отношении ядерных объектов. Будут обсуждаться возможные подходы к изменению международных конвенций в сфере ядерной безопасности, которые впоследствии будут обсуждены на конференции высокого уровня в МАГАТЭ, Международном агентстве по атомной энергии, уже в июне этого года. Мы также получили в конце прошлой недели предложения наших японских партнеров по ядерной безопасности. Они в целом очень близки к нашим идеям. Я думаю, что лидеры придут к выводу, что необходимо принятие мер по дальнейшему укреплению координации и усилению международных конвенций в этой сфере. В проекты документов, итоговых документов саммита все наши идеи записаны. Партнеры согласились с нашими подходами. Но, повторяю, детали будут обсуждаться в последующие месяцы на конференциях, на специальных сессиях МАГАТЭ и между министрами энергетики. Вторая тема, которая также предопределила тематику нынешнего саммита, это ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Этому будут посвящены сразу несколько сессий на саммите «восьмерки». Лидеры начнут обсуждать эту тему вечером в первый день и продолжат утром во второй день саммита, причем в разных форматах, как между собой, так и с представителями стран, в которых произошли разного рода революционные события. Будут обсуждаться вопросы, связанные с оказанием экономического содействия этим странам. Есть определенные идеи, связанные как с двусторонними связями, так и с задействованием ресурсов международных финансовых организаций для поддержки экономического роста, создания рабочих мест в этих странах. У нас пока нет полного согласия в отношении ситуации в ряде государств Северной Африки. Прежде всего это касается Ливии. Россия считает, что нужно в полной мере соблюдать те решения, которые были приняты в рамках Совета Безопасности ООН. Также мы считаем, что есть проблемы с тем, как интерпретируются соответствующие резолюции и с использованием силы в отношении Ливии. В декларации БРИКС, на саммите БРИКС, который состоялся весной этого года, четко зафиксированы наши подходы в этой сфере. Речь идет о том, что необходимо избегать применения силы, уважать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность каждого государства. Также то, что происходит, не должно ослаблять те усилия, которые предпринимаются в отношении ближневосточного регулирования. Я имею в виду переговоры между палестинцами и Израилем на разных треках, и
мы рассчитываем, что эта тема также станет одной из важных на обсуждении в Давиле. Есть и другие традиционные темы, которые касаются региональной безопасности. Имеется в виду ситуация с ядерной программой Ирана, ситуация в Афганистане. Речь пойдет, конечно же, и о отдельных конфликтах в Африке. Повторяю, темы являются традиционными, но каждый раз возникают самые разные нюансы. Может опять всплыть вопрос по Зимбабве, тема, которая стала центральной на саммите «восьмерки» в Таяко в Японии. Не думаю, что она станет центральной здесь, но тем не менее там ситуация также непростая. Одна из тем, которая должна была бы быть центральной, это борьба с наркотрафиком. Сейчас она отодвинута слегка на второй план, тем не менее остается в целом важной для обсуждения. Речь идет как о наркотрафике из Латинской Америки, так и из Афганистана. В ближайшие месяцы состоится несколько конференций высокого уровня на эту тему. Лидеры должны дать четкий сигнал тем, кто будет дальше вести конкретную работу, кто будет координировать усилия по борьбе с наркотрафиком. Новой темой для «восьмерки» в этом году станет тема интернета. Эта тема была включена в повестку Дня «восьмерки» по предложению французских партнеров. Лидеры в неформальном ключе, скорее всего, обсудят соответствующие вопросы. Речь пойдет как о доступе к тем ресурсам, которые сейчас находятся в сети интернет, более свободном доступе, с тем, чтобы знания, информация были действительно доступны миллиардам людей, чтобы не было ограничений свободы интернета, чтобы в то же время были защищены личные данные, то, что называется privacy, чтобы были защищены права интеллектуальной собственности, хотя в отношении последней темы у России есть свои подходы, которые уже были озвучены, которые мы предлагаем нашим партнерам. Речь идет о том, что защищая права интеллектуальной собственности в соответствии с действующими правилами, мы должны думать о том, как эти правила в будущем должны быть скорректированы. Мы должны вместе разрабатывать новые подходы к защите прав интеллектуальной собственности в интернете с тем, чтобы были сбалансированы интересы правообладателей и потребителей информации, потребителей ресурсов, услуг, которые оказываются посредством интернета. Кроме того, в части интернета одной из важных тем является тема кибербезопасности, защиты граждан от опасной информации. Прежде всего это касается детей, и соответствующие заявления будут включены в декларацию лидеров «восьмерки». Также речь идет о борьбе с триадой угроз криминального, террористического и военного характера, угроз, которые посредством интернета не ослабляются, наоборот усиливаются. Мы вместе с партнерами сейчас обсуждаем конкретные механизмы по борьбе с этими угрозами. Наши эксперты предложили ряд новых подходов. Я надеюсь, скоро вы о них узнаете. Речь идет в том числе о тех подходах, которые в настоящее время не отражены в Международной конвенции о киберпреступности, и есть ряд поправок, которые наши эксперты предлагают. Повторяю, через некоторое время они станут публично известны. Наконец, последнее, что я хотел упомянуть, то, что лидеры, конечно же, используют эту встречу для обсуждения, в том числе и экономических вопросов. Речь пойдет как о макроэкономической ситуации в мире в целом. Здесь не будет подменяться двадцатка.
речь идет о неформальном обсуждении, без каких-то решений и заявлений, но, конечно, лидерам интересно, что происходит в разных регионах мира, в том числе в Европейском Союзе, в связи с теми рисками, которые сегодня есть по суверенным долгам. Конечно же, всех интересует политика Соединенных Штатов Америки по снижению бюджетного дефицита, и, конечно, интересуют те риски, которые связаны с событиями в Японии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как это отразится на экономическом росте, как это отразится на ценах на энергоносители, на других сырьевых ценах. Но, повторяю, подробно эти вопросы будут обсуждаться в ноябре на 20-ке. Здесь будет короткое неформальное обсуждение. И вторая часть экономической повестки – это помощь развитию, как отчетность о том, что уже сделано, так и планы на будущее. Эта тема будет обсуждаться в том числе совместно с африканскими партнерами, которые приглашены на саммит в формате Outreach. Будет проведено обсуждение, эффективно ли оказывается помощь, содействие развитию, как разделяется или как объединяется, сочетается ответственность доноров и реципиентов помощи, где наиболее острые нерешенные вопросы. Все эти темы будут затронуты во второй день саммита. Декларация будет выпускаться поэтапно. Те темы, которые будут обсуждены на первых двух сессиях, и решения, которые будут зафиксированы в результате обсуждения, будут сделаны публичными в первый день, а все остальное выйдет во второй день саммита, и в целом декларация выйдет во второй день саммита. На полях саммита президент России проведет ряд двусторонних встреч. Таких встреч пока запланировано 5. С президентом Франции Николя Саркози, с президентом США Бараком Обамой, с канцлером Германии Ангелой Меркель, с премьер-министром Японии Наото Каном и кого я забыл? Да, правильно, с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Пока не запланированы встречи с премьер-министром Канады Харпером и с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, но в любом случае неформальное общение будет, и, возможно, будут короткие беседы без формальной организации встреч. Вот такая в целом повестка, она интенсивная, все 2 рабочих дня заняты под завязку, так что будем ждать интересного обсуждения и новостей саммита.